но на фотографиях и видео, мне кажется, выглядит более захватывающе. Что едим? Смотрите, какая красота! Даже есть лифт. Вот лифт платный. И, ну мы-то я тут расстроился. Мы можем себе это позволить. Сейчас покажу. Привет! Вот и сбылась наша очередная азиатская мечта, и мы наконец-то прилетели во вьетнамский город-курорт Дананг. В этом видео мы с вами исследуем все популярные достопримечательности, попробуем местной еды и, конечно, выясним, что здесь сколько стоит. А меня по-прежнему зовут Ира, это канал Гражданочка Мира, человек за кадром, а иногда и в кадре мой муж Макс. Уже можно поставить лайк этому видео и погнали смотреть! Дананг – это город-миллионник в центральной части Вьетнама. Город довольно удачно расположен для туризма, так как здесь есть отличный городской пляж с прохладным южно-китайским морем. Вокруг города есть хоть и не слишком высокие, но все же горы и развлечения в них. Также Дананг соседствует с двумя историческими цитаделями страны – городами Хюэ и Хоян, где вполне можно зависнуть на день-другой. Эти города формируют что-то типа культурного треугольника Вьетнама и притягивают немало путешественников. Кроме того, в Дананге отдыхает, зимует, да и просто проживает большое количество русскоговорящих ребят, поэтому найти себе здесь компанию не составит особого труда. В Дананге цены немного выше, чем в другом популярном курортном городе Ничанге, но поговаривают, что зато здесь спокойнее и безопаснее. Кто был в обоих городах, расскажите, пожалуйста, где понравилось больше и почему. Ну и коль уж мы с вами на пляже, предлагаю с него и начать. По азиатским меркам пляж довольно чистый и очень длинный, что позволяет совершать замечательные продолжительные прогулки как по песочку, так и по набережной, потому что набережная тоже хорошая, обустроенная. Как правило, здесь есть волны, и купаться нужно в отведенных для этого местах. Но вот эти вот загончики, которые обозначены буечками вот так вот на воде, они нужны еще как минимум для того, чтобы вам серфер на доске в голову не прилетел, как мы поняли, потому что их здесь тоже много. Ну и моя личная радость и отрада на пляж Дананга – это бесплатные раздевалки, души и омыватели для ног. Вот по всему пляжу вы можете найти эти замечательные блага цивилизации. После зимы на Шри-Ланке я просто не могу не отметить этот огромный плюс. Также с пляжа открывается прекрасный вид на гору. Это гора обезьян, мы с вами на нее обязательно съездим. Единственное, тут периодически приходят такие густые туманы, и вы эту гору можете не увидеть, но туман тоже весьма пейзажные, поэтому жаловаться, товарищи, не приходится. Экспаты поговаривают, что пляж, ну и вообще инфраструктура лучше в районе Миан, и все стремятся здесь жить. Ну, кто мы такие, чтобы спорить, мы тоже сняли жилье именно в этом районе. Мы с вами пришли на пляж ранним утром. Как видите, никого нет, хотя сегодня воскресенье. Вода приятная, прохладная. Не знаю, что здесь будет в июле, конечно, но вот на конец мая вообще отличная. Макс, тебе... Да, это Макс. Ребята, это Макс. Макс, это ребята. Как тебе пляж? Супер? Мне тоже очень нравится. Кстати, странные волны, они как-то идут с две стороны. Это, возможно, и есть вот всякие перекрестные опасные штуки. Нет, то есть она как будто от берега отталкивается и идет обратно? Да, еще там. Нормально. Еще одно очень важное, на мой взгляд, преимущество данного пляжа в том, что вы, когда купаетесь, на дне нет никаких камушков, ракушек, а в воде нет медуз, да и другой живности тоже нет, даже рыбок, по-моему, не плавает. По крайней мере, я не видела. Спокойно плаваете, ничто не мешает, ни обо что не режетесь, ножкам не больно и не колет. Просто супер. Ребята, мы с вами пришли полюбоваться на памятник вьетнамской хитрости. Вот это вьетнамские лодочки. Я вам хочу поведать историю их появления. Когда Вьетнам стал французской колонией, новая власть решила обложить налогом лодки. Ну, соответственно, бедных несчастных рыбаков. Им это, естественно, не понравилось, и они начали делать вот такие вот конструкции из бамбука. Преимущество их в том, что они очень легкие, их можно переносить на спине, легко они выкидываются с берега в море, и ты спокойно можешь ловить рыбу на небольшой глубине, волны не переворачивают эти лодки. Зачем они это сделали? А потому что, когда французы пытались обложить налогом и вот это, они сказали, блин, да это не лодка, у лодки есть нос, у лодки есть хвост, здесь нет ничего, это обычная большая корзина, и то, что я в ней плаваю, совершенно не значит, что я должен за нее платить. Сейчас вьеты до сих пор выходят в море порыбачить на таких лодках, вы сможете это увидеть прямо в Дананге, да и я думаю, с любого прибрежного города. Ну и, конечно же, это нынче туристический аттракцион, например, в городе Хайян есть какие-то места, где вы можете на таких лодках покататься. Мало того, просто по рекам, так вас еще и там по кругу покрутят. Имейте в виду, можно воспользоваться такой услугой. Тут есть интересное заведение прямо на берегу, где можно купить, заказать себе всяких интересных персонажей. Смотрите, какие огромные. 2 килограмма, 2 миллиона 150
тысяч донгов. Блин, там я таких не видела даже еще нигде. А вот, гигантский краб. 3,5 миллионов донгов, примерно 2 килограмма. Так, ну вот этих моллюсков видела, кстати, тоже во всех этих обзорах. Я понятия не имею, что это, кто это. Так, 1,5 миллиона, ну, 1 600 000 за килограмм. Непонятно, сколько в нем. Но они вообще-то, ребята, огромные. Серьезно, прям очень большие. Так, лобстер. 1 800 000 за килограмм. Размеры от половины до 0,7. Ну, вот такие они, кстати, окажутся большими прям. Друзья, конечно, стоит понимать, что это был дорогой ресторан на берегу. Вы также можете попробовать половину ассортимента на найт-маркете. Всякие гребешки, ракушки, конечно, если у вас есть возможность приготовить самостоятельно, проще на рынке купить. Но вот таких вот здоровяков и моллюсков мы не видели на рынке. Hi. How much? For rent or for lesson? Rent. For rent it's 150 for 1 hour. Okay, and lesson? And lesson is 800. It's include surf Yeah, includes Includes surfboard surf and and 1 hour. everything, Yeah. And Yes. t-shirt and Ah, okay. Okay, thank you. Have a nice day. Город разделен на две части рекой. Ближе к морю туристическая часть, а за рекой высокий трафик, торговля и жизнь бьет ключом. Через реку переброшены несколько красивых мостов и открывается весьма симпатичный вид. А значит, в Дананге можно прогуляться не только к морю. Дананг довольно популярный среди туристов город. Здесь есть железнодорожные и автобусные станции, а также свой аэропорт. Огромные плюсы аэропорта – это его расположение. Он находится за рекой, но в черте города, и вы легко доберетесь от него до своего отеля на такси. Почему на такси? Это практически единственный способ передвижения по городу, если вы не водите скутер. Дело в том, что встретить автобус в Дананге – это редкость и на удачу. Мы пару раз пытались подождать транспорт на остановке, но в итоге либо уезжали на такси, либо принимали решение прогуляться пешком. Пожалуй, скутер – это самый оптимальный вариант, но только если у вас есть международные права категории А. Здесь же не могу не добавить. Вьеты водят отвратительно. Вы это поймете еще на этапе, где вы пешеход. Они не пропускают иногда даже элементарно на зеленый. Зебры их вообще не интересуют. Ну а их любовь подрезать, ехать по встречке и прямо тебе под колеса – это классика. Если вы раньше не брали скутеры в Азии, то может быть лучше еще потерпеть, ну или хотя бы не соваться на дорогу в час пик. Высокий сезон в Дананге летом, он же и довольно жаркий, что, впрочем, идеально подходит для двухнедельного отпуска на пляже. А сейчас крошечный рум-тур и поговорим про цены на аренду. Мы сняли эти апартаменты на 1 месяц за 8 миллионов донгов. Это порядка 30 тысяч рублей. Еще 100 тысяч донгов мы заплатили за воду. И вот я сейчас напишу на экране, сколько мы заплатим за электричество, когда будем отсюда уезжать. В эту стоимость входит паркинг, бассейн, в котором мы ни разу не искупались, и еженедельная уборка. К нам приходят каждый вторник, меняют постельное белье, полотенца, моют пол. Короче, как в отеле, только 1 раз в неделю. При наличии более дешевых вариантов мы выбрали эти апартаменты из-за площади и удобного расположения. А еще здесь интернет летает. Единственный минус – это единственный источник света, и, соответственно, квартира такая немножко в сумерках постоянно. Но, в принципе, нам это не мешает. Если сравнивать с соседними азиатскими странами, на мой взгляд, во Вьетнаме цены на жилье ниже при лучшем качестве. Неплохие апартаменты в хорошем районе можно снять от 20 тысяч рублей, но мы приехали в начало туристического сезона, и вот эта категория апартаментов была уже выкуплена, поэтому были либо дешевле и прям похуже, либо вот такого сегмента, в котором мы, собственно, и живем. За 1500-2000 рублей можно снять уже прям действительно хороший отель в туристическом центре недалеко от моря. Про тренажерку. Мало ли кому актуально. Мы ходим прям в убитый спортзал. Такой, знаете, качалка. Это стоит нам порядка 850 рублей в месяц. Это находится прямо за углом от нас, поэтому мы даже не рассматривали какие-то более богатые варианты где-то подальше. Но в целом и хорошие фитнес-клубы здесь, конечно же, тоже есть. Ну и коль уж мы тут заговорили о житейском, давайте прям кратенько пробежимся по рынку. Рынков в Дананге несколько, и даже в туристическом районе цены вполне себе приятные. Свинина на рынке Миана стоит около 370 рублей за килограмм. Крупные куриные голени 180, яйца по 90. Авокадо можно найти дешевле 100 рублей, бананы по 40, манго по 75. Овощи, фрукты и зелень действительно дешевые, даже перечислять дальше не буду. Наверное, за все наши скитания именно здесь мы питались прям образцово-показательно. Продукты качественные, свежие и очень вкусные.
Друзья, я еще нигде не видела столько морепродуктов. Ты просто идешь, а тут везде эти огромные то ли омары, то ли раки, то ли кто это вообще. Везде. Очень много. Цены дешевле, чем в Таиланде, однозначно. Количество просто удивляет. Друзья, сегодня 30 апреля, а это значит, что Вьетнам празднует один из самых главных своих праздников в году. Это День Победы. Это день, когда Северный Вьетнам окончательно одержал победу над Южным Вьетнамом. Ну, фактически, когда Вьетнам победил США, давайте скажем так. Если вы ничего не знаете об этом конфликте, я настоятельно вам рекомендую посмотреть видео Сергея Минаева про Вьетнамскую войну. Он там очень подробно рассказывает, что здесь происходило, и у вас сложится такая довольно-таки полноценная картинка. Весь Вьетнам празднует. У всех сегодня выходной, несмотря на то, что понедельник, а завтра еще и 1 мая. 1 мая они, конечно же, тоже отмечают. Не знаю, будет ли какая-то демонстрация, но вот сегодня мы пришли к мосту Дракона. У них есть такое замечательное сооружение, огромный красивый мост, он красивый и днем, но вот вечером с подсветкой он вообще просто супер, выглядит круто. Что будет? В 9 вечера, в выходные, либо в праздничные дни мост начинает извергать огонь. В прямом смысле этого слова. Они додумались вставить в мост огнемет. Мы этого очень ждем, осталось минут 30, и мы со всей этой замечательной толпой местных жителей будем праздновать этот День Победы. Конечно, если вы будете в Дананге, обязательно нужно посетить этот мост. После огненного шоу начинается водяное шоу. То есть дракон сначала раздает огня, а потом тушит все это водой. И вот такое вот интересное шоу получается. Сегодня мы с вами изучаем безумно популярную достопримечательность. Это горный парк Бана Хиллз. Это тот самый парк, где находится мост с этими огромными руками. Не знаю, как у вас, а у меня очень завышенное ожидание от этого места, потому что минимальная стоимость билета сюда от 3000 рублей и выше. Ну что, посмотрим? Что как красиво-то с самого начала. Я даже не готова была морально к этому. Как в сказке, да? Друзья, ну что, первая локация, куда мы попали, кстати, чисто случайно, это сразу мост. Но на фотографиях и видео, мне кажется, выглядит более захватывающе. В целом, мне нравится. Сейчас еще посмотрим, тут вокруг этого моста, говорят, красиво. Офигеть, конечно. Здесь каждый уголочек стилизован. Вам везде красиво. Так, ну а пока все смотрят шоу, мы попробуем на аттракционы протиснуться. В целом автоматы прикольные, но ни один из них не смог овладеть моим вниманием больше, чем, не знаю, на 3 минуточки. Что здесь можно сказать? Детям фэнтези-парк точно понравится. Вообще здесь очень много и ресторанов, синчао, и кафе, и вот какого-то около стритфуда. В принципе, но не сказать, что это какие-то сверхъестественные цены. Вьетнамский традиционный кофе 55 тысяч, ну там 200 рублей. Сок манго больше 200 рублей, там 250, наверное. Для Вьетнама это, конечно, высокие цены, если сравнивать с побережьем, ну там в несколько раз. Но если сравнивать с любым русским курортом, где-нибудь у нас на Кавказских горнолыжках вы кофе абсолютно так же попьете наверху за те же деньги. Ну вот этот аттракцион, конечно, классный. И
И вас катают там не полкружочка, а полноценно. А тут начала группа еще петь, пока мы стояли в очереди. Итак, время 4 часа, и мы уже на нижней станции. Я думаю, пора подводить некоторые итоги. Около 8 часов и 15 тысяч шагов мы подарили этому парку сегодня. Нам парк понравился. Я думаю, что своих денег он точно стоит. И как только они добавят туда еще больше каких-то современных аттракционов и новых локаций, скорее всего, цена тоже взлетит. Это Обезьянья гора. Ее видно со всех участков городского пляжа, и ехать сюда всего километров 10. Здесь находится комплекс, который включает в себя красивую парковую зону с бонсаями, несколько храмовых построек и грандиозную статую, которую в Дананге принято величать Леди Буддой. На самом деле, дам никакого отношения к Будде не имеет. Это 67-метровая статуя китайской богини милосердия и сострадания Гуанинь. В этом комплексе можно смело зависнуть на час-другой, потому что территория большая, красивая и можно сделать кучу замечательных фотографий, но сюда лучше приезжать к открытию, как и на все другие местные достопримечательности, потому что не стоит забывать, что у вас на хвосте всегда есть автобус с китайскими туристами. Кстати, про китайское. Богиня Гуанинь и Хатэй — это представители китайского буддизма. Вьетнам и Китай имеют общую границу, и эти отношения складывались веками. Китай оказал огромное влияние на архитектуру, культуру и в том числе религию Вьетнама. Поэтому действительно некоторые постройки здесь выглядят именно китайскими. Также не поленитесь проехать по этой дороге дальше комплекса. Там вы найдете несколько красивых смотровых площадок на такие закрытые пляжи, на которые, возможно, даже не проникнуть, но виды действительно крутые. После этих смотровых вы упретесь в шлагбаум, и если у вас механическая коробка передач на скутере, вы сможете проехать дальше этого шлагбаума и посмотреть замечательные смотровые площадки на верхушке этой горы. Если у вас автомат, прямо около шлагбаума вы можете в аренду взять скутер на механике и проехать на нем. 100 тысяч донгов стоит данное удовольствие. Пешком тоже можно, только долго и мучительно, и никто не рекомендует этого делать. О, круто. Ну вид какой, друзья мои, а? На весь Дананг отсюда открывается. Один только вид стоит того, чтобы сюда приехать. Ну, конечно, лучше выбирать ясную погоду, потому что вот когда мы только приехали, не было видно Дананг. Ну, кстати, подрассосалось. Вот они едут. Здесь еще вот отдельная территория есть на парковке автомобильной. С красивым Буддой. Будда красив тем, в том числе, что здесь олени вокруг него. Ну, не только олени, да? Здравствуйте, извините. Так, ну олененка вон жизнь немного потрепала, но в целом все равно... Вы посмотрите на него. Классная. Ну, Будда красив. Так, ну а мы едем дальше. Шлем как магнитный. А мы немножечко проголодались, и завтрак — это время прекрасное для супа фо-бо. Супы фо — это традиционное блюдо во Вьетнаме, и бо — это значит говядина, соответственно, другие виды мяса и наполнений называются по-другому. Но вот фо-бо — это именно суп-лапша с говядиной. Мы здесь уже пробовали фо-бо, и мы сюда ходим намеренно, потому что здесь кладут много говяжечки в порцию. Сейчас посмотрим, покажем. Обратите внимание, какая шикарная мебель во Вьетнаме. В Камбодже такая же история. Почему-то крохотные стульчики, крохотные столики. Внутри есть, кстати, нормальные, но на улице поприятней. Удобно? Вот что я очень полюбила во вьетнамской кухне, они здесь всегда к порции еды дают тебе еще тазик зелени. Ну, может быть, не ко всей еде, да?
Но к супам дают, то есть тебе приносят суп, и к нему по умолчанию идет еще такая плошечка, чашечка с зеленухой. И ты эту зелень здесь активно поглощаешь. Порция супа фо стоит примерно от 100 рублей. Мы едим в этом кафе где-то примерно по 150, но это наш осознанный выбор. И чтобы отведать вкусный суп фо, совершенно не обязательно идти в какой-то хороший дорогой ресторан. Более того, я вам прям рекомендую попробовать суп именно в таком локальном семейном ресторанчике, где-нибудь даже не в самом туристическом месте. Да, это будет стоить 3 копейки, но, скорее всего, это будет вполне себе неплохой фо-бол, возможно, даже очень вкусный. Нам принесли. Итак, маленькая порция здесь стоит 40 тысяч донгов, большая порция 50 тысяч донгов. Верно все говорю? Да. Отлично. Обещанная зелень, маринованный лучок здесь вот этот вот очень вкусный, мы ценим. Также красный перчик, это Максим любитель. Лайм надо тоже выжать обязательно к себе. Вот они кусочки, и там еще можно полакомиться зеленым таким перцем. Пожалуйста. Здесь всегда очень вкусненько, нам все нравится, мы сюда ходим. Ну, Максим. Так Я не знаю, лучше? так правильно или нет, потому что на меня всегда смотрят не очень. Когда так Ну, делают. во-первых, так не разлетается. Да, все городских нужно как-то немного обработать термически, чтобы они типа были Да, там есть безопасны. какое-то вещество, при потреблении в больших количествах можно чем-то там травануться, вот, поэтому лучше запаривать немножечко чем-то горячим, термической обработке подвергать. Но при этом, когда первый раз мы их ели, мы съели целый пакет и только потом почитали, что, конечно, так нельзя делать. Да, было дело. Так, ну что, едим? Смотрите, какая красота! Ну что, вкуснота? В зеленой тарелке у нас мята, ростки и салат. Базилик, по-моему, много. Да, базилик. Вкуснота. Отдельное удовольствие в этом супе на самом деле это бульон. Он всегда наваристый, такой вкусный, немножечко сладковатый. Ну, они прям очень хорошо это делают. Ну что, друзья, время 10 утра, завтрак состоялся, и это было прекрасно и много. Едем дальше? Ну, если вы собираетесь во Вьетнам, я просто обязана вас предупредить. Вот под столиками стоят маленькие урны, но вьеты сами ими особо не пользуются. Культура принятия пищи у вьетов предполагает выбрасывание мусора к себе под ноги. То есть, если, например, вы попадете в день какого-нибудь массового гуляния, например, вот праздник мы, что у них, День Победы застали. Все кафе забиты вьетами, и под столами все засыпано салфетками, бутылками, смятыми банками. Они в этом всем сидят. Короче, зрелище откровенно так себе. Нужно быть готовым к этому морально, ребята. Ни хорошо, ни плохо, вот так люди живут. Нужно просто это понять и принять. Возможно, скоро что-то изменится, но пока вот так. Наша с вами следующая точка — это так называемые мраморные горы. Мы приехали, нам сразу все начали тут вокруг очень много, знаете, ларечков, где продаются всякие мраморные истории, скульптура, фигурки. И на нас начали выпрыгивать прям продавцы оттуда и говорить: паркуйтесь, паркуйтесь у нас. Мы не поняли, что за фигня. Они нас уверяют, что нельзя на парковку заехать на скутере. Возможно, это действительно так. И предлагают припарковаться у них за 10 тысяч донгов. Мы решили долго в эту тему не вникать. Нам вот где понравилось недалеко от входа, мы туда поставили, заплатили 10 и пошли. Но если вы знаете что-то подробнее об этом всем, вы можете, конечно же, об этом рассказать в комментариях, по крайней мере, в своем опыте. Смотрите, какие крутые фигурки. Макс, погоди. Я его еще с дороги увидела. Посмотрите на этого прекрасного розового хатея. Ну, красавчик. А вон сзади тоже такой желтенький Будда. И очень много фигур таких красивых тут. Ой, а какой... Это что такое вообще? Вы гляньте. Тут же целый пруд в столе. Родителям говорит: ты куда, в Ростов или в Самару? В баню поставить, да? Чайная доска, видишь, есть, когда это... Да, правда, чайная доска. Собственно, это, я так понимаю, главная гора, самая большая. На ней находится пагода. Вот эта вот пагода, по-моему, 17 века, друзья. Начало даже 17 века. Да, лифт Тут есть. даже есть лифт. Вот лифт платный. И, не, ну мы доешь тут расстроился. Мы можем себе это позволить. Да, там невеликие деньги. Вот, и здесь даже должна быть карта мира, надо ее найти. У тебя есть карта? Ты знаешь, куда идти? Ну и ладно. Сейчас пойдем исследовать. Фотка и побежали. А еще я, знаешь, что читала? Я вам тоже расскажу.
что если вам понравилось здесь что-то из вот этих вот фигур, скульптур и вообще мраморных изделий, прямо здесь вам помогут оформить доставку, то есть вы можете это купить сразу со сдеком, условно. Вот. Я не знаю, сколько это будет стоить, особенно в современных реалиях, но, тем не менее, это возможно. Женщина подошла рассказывать, что можно на лифте подняться сразу, это стоит 55, по-моему, а без лифта 40. Но что-то тут без лифта вход в какую-то пещеру, и мне кажется, нам туда надо. Вот эта пещера. Да, это кейв, как пещера. Ничего страшного. Плати. Масштабно, симпатично. Так, товарищи, мне кажется, мы все-таки нашли пещеру, которая такая а-ля про ад. Крокодил поедает, вероятно, грешника. Что, это мышки? О, Макс, это мыши висят? Нет, это пятна на потолке. Я думаю, почему воняет так? А это кто-то вместо благовония сигареты поджигает. Короче, да, есть два предположения. Либо тут приняты сигареты зачем-то вместо благовония втыкать, либо это перепись дебилов, как сказал Максим. Но если принято сигареты втыкать, кто-нибудь объясните, пожалуйста, зачем, если вы знаете. Здравствуйте. Там точно мыши. Мне кажется, прикольно. 20 тысяч — это меньше 100 рублей, а аттракцион интересный. Мы с вами вышли на смотровую. По-моему, прелестненько. Морюшко видно. Вполне вероятно, что вот на основном аттракционе, куда все поднимаются на лифте, поинтереснее да повеселее, потому что здесь-то, собственно, уже все. Так, спускаться надо еще аккуратнее, чем подниматься. Потому что тут как раз уже скользкие ступеньки имеют больше значения, нежели на подъеме. Съехать с них копчиком не хочется, так что отключаемся. Как мы вовремя сходили. Так, ну, вообще-то мы очень быстро справились в этой пещере. И если остальные пещеры похожи на эту, то, наверное, сюда отдельно, может, и нет смысла идти. Какого-то супер восторга не вызвало, но так, для ознакомления сойдет. Мы поднялись. Красиво, пока нравится. Что это вообще за место? Находится это место, можно сказать, не выезжая из Дананга. Вообще-то между Данангом и городом Хайян. Ну, доехали мы сюда, наверное, минут за 10. Еще быстрее, чем на Обезьянью гору. Город так называется совершенно не случайно. Мраморные они, потому что здесь на протяжении 400 лет добывали мрамор. Но сейчас, чтобы сохранить это место, добыча приостановлена. И все вот заморозили, как было, понастроили тут красиво, устроили парк и гоняют сюда туристов. Ой, какая замечательная зона. Очень популярен Будда с оленями, заметили? Именно с оленями. Почему? Почему Будда с оленями? Ой, какая пагода, ребята. Скажите, шикарно, да? А как спуститься туда? Мне туда надо. Видимо, вон там. Это Линь-Ун пагода. Нас устраивает, идем. Ну и пока я тут восторгаюсь, продолжим. В комплексе всего 5 гор, а вот это вот самая большая гора. Ну и с нее стоит начать. Может быть, вы уже здесь ушатаетесь и не пойдете дальше, зато все самое красивое здесь явно посмотрите. На этой горе есть несколько пагод, несколько пещер. Вот одна пещера отдельная, это пещера Адыра, она в самом низу, ну мы с вами, собственно, ее посетили. Есть еще одна большая пещера где-то в конце нашего маршрута, как я понимаю, вот ее-то как раз и надо посетить, судя по всему. В этих горах что только не было. Когда-то здесь монахи устраивали свои святыни, потом здесь был военный госпиталь во время войны. Императоры прятали тут свои сокровища, и до сих пор, конечно, все это обрастает мифами и легендами, что эти сокровища до сих пор где-то в горах, поэтому если у вас есть много свободного времени и вы уверены в своих силах, есть какие-то навыки прорицательские, то, пожалуйста, приезжайте, ищите, находите, живите богато.
Так, ну сворачивать вот во всякие такие маленькие пещерки можно, чтобы сделать уединенные фотокарточки, потому что пейзажи плюс-минус те же, а народу здесь нет вообще никого. Поэтому можно фоткать все спокойно, а дальше идти уже под лучики солнца в очереди стоять. Мы постепенно выдвигаемся обратно к лифту, и, наверное, тут стоит подытожить. Я такие места очень люблю. Мне такой заходит всегда. Здесь и природа, и какие-то старые храмы, и состаренные храмы, пещеры классные. Не сказать, что это прям супер вау, и что я всю ночь не буду спать, потому что меня прям эмоции застилали, но круто, красиво, фотогенично. Мне кажется, своих денег стоит 100%. От Дананга это очень близко. Мы не ехали сюда 4 часа, а это очень важно. Я прям рекомендую вам посетить это место, если вы отдыхаете в Дананге, и несколько часов здесь спокойненько, красивенько прогуляться. Это немного времени, это можно сделать по дороге в Хайян. И такси сюда стоит тоже, я думаю, дешево. Так что не упустите возможность погулять в таком замечательном месте. Круто, мне прям понравилось. Но мы решили пойти через первый выход, пройтись пешком там, где мы еще не проходили, спускаться все равно полегче, чем подниматься. Тут такой красивый камень. И тут вот тоже виды очень неплохие открываются. Мне вот не очень понятно, эти двое людей несут мешки с кокосами на себе в гору по лестнице. Неужели администрация парка не позволяет людям, которые работают наверху, кататься на лифте? Но это жестко. Мы спустились за 2 минуточки всего-то. Так что подниматься, если что, не очень долго. Лестница действительно, наверное, высокие ступеньки, но подняться можно спокойно, абсолютно. Если бы мы знали, мы бы, наверное, даже и на лифте, может, не поехали. Следующее место, в которое мы приехали, это городок Хойян. Ехать меньше часа, впечатлений просто выше крыши. Мы только приехали, я уже влюбилась. Почему обязательно нужно посетить это место? Видите ли, Дананг популярен далеко не своим историческим наследием. Ну, так уж вышло. С точки зрения какой-то исторической архитектуры, ну, может быть, там за рекой есть что-то в нетуристическом районе, но вот так вот, чтобы прям именно ходить и проникаться, вот это вот, знаете, настроем таким средневековым, там ничего такого нет. Мы, по крайней мере, не нашли. Хойян же — это совершенно другая песня. Здесь весь старый город внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Ребята, это просто топ. Он внесен как идеально сохранившийся такой образец средневекового южноазиатского порта, точнее, портового городка. И тут реально вот весь старый город, он в одном стиле. Это маленькие двухэтажные, трехэтажные домики, они все в шикарном состоянии. Единственное, что все первые этажи — это, как правило, либо кафе, какие-то рестораны, либо магазины. Но даже с этим все равно видно эту архитектуру, выглядит все это супер. Плюс, если это кафе, какие-то рестораны приличные, они, естественно, еще все это стилизуют очень круто. Все вывески стилизованы, все прям классно. Конечно, торговли, может быть, и там хотелось где-то поменьше увидеть, но мне совершенно не мешает. Короче, это топ. Показываю, рассказываю. Мы просто счастливы, что мы сюда приехали. Сейчас покажу. Эти милые домики старого города, из которых 948 так полюбились людям из ЮНЕСКО, были построены в период с 15 по 19 век. Тут намешано несколько азиатских стилей и культур, так как Хойян был важным портовым городом, и здесь нередко пускали корни проезжие иностранцы. Я не возьмусь рассказывать об основании города. Все, что я поняла из Википедии, это то, что он настолько старый, что и говорить об этом не вполне прилично. Можно, как мы, просто шататься по улочкам, залипая на эти чудесные черепичные крыши и милейшие фасады, а можно чуть сильнее заморочиться и устроить себе настоящий тур. В городе, например, есть несколько платных пагод. Они также старые и прекрасны, как все вокруг. Здесь, конечно же, есть музей, тематические парки, различные мастерские. И насуетить себе развлечений на целый день точно не составит труда. Друзья, если бы мы знали, что это такое, но мы не знаем, что это такое, с радостью бы вам рассказала, конечно. Выглядит все очень интересно. Смотрите, как красиво. Пользуясь тем, что у нас есть скутер, мы отъехали подальше от вот этой вот туристической тусовки и заехали в местное кафе. Тут есть такой, знаете, местный прикол, как сиеста. Это когда ты около 2 часов дня пытаешься поесть, а не можешь, потому что ты заходишь в такие локальные кафешки, а сотрудники этих кафе спят. То есть на столах не убрано после обеда, просто ни одного посетителя, и сотрудник спит.
Ты же не будешь его будить, ну, по крайней мере, мы не будем. Короче, мы объехали так несколько заведений, вот зашли в это, здесь никого не было. Мы уже расстроенные хотели уходить, и подъехала девушка в итоге на мопеде. Мы спросили, вы здесь работаете? Она сказала, да, можете заказывать. И, собственно, что это такое? Нам что-то принесли, мне кажется, это вообще не то, что мы заказывали. Почему? Это просто А что это не идет, такое? наверное. Думаешь? Это салатик, это соус. Мы их сами нормально. собрать должны, судя Нет, по рисовой ну, бумаге. А, вообще да. Нужно потом будет объявить рисовую бумагу, типа, и... Наверное. О май гад. Я не ожидала этого. Я тоже. Говорят, что зелень. Да, зелени немало. Заказали, вот, тут меню. Рисовые панкейки, маленькую порцию, и спрингроллы, маленькую порцию. Но не в разборе же. Может, не... Макс, смотри, вон спрингроллы, рядом зеленушки, тарелка Рисовая и бумага. рисовая бумага. А зачем рисовая бумага? Ну, обернуть их надо и кушать рисовую бумагу. Какой ты умный. Нет, это не умно, это я просто почитал. 150 порция блинчиков на выезд, 150 порция спрингроллов. И мы взяли 2 чая по 10 тысяч донгов. Вот сейчас посмотрим. Макс, хватит, пожалуйста, жрать нашу еду еще не готовую. Кушай. Come on. No? Угу. Спрингроллов не будет. Но нам предложили за место спрингроллов взять какие-то... Что это, кстати? Жареная свининка. Ну, за те же деньги, в принципе, ничего страшного. Нам принесли вот такие вот рисовые панкейки. Сейчас будем пробовать, еще ни разу не ели такого. Ты прям, правда, будто знаешь, что делать. Но вот это корыто, конечно, с зеленью, это супер просто. Твое впечатление? А непонятно. Макаем. Не пойми во что. Это неплохо. В принципе, как блинчики, наверное, все-таки. Что за соус, не знаю, но не вроде не остро. Камон. Improvisation. Палочки для слабаков, я так понимаю. Да. Руки помыл. Ничего страшного. Я тоже так подумал. Русский человек из всего делает бутерброд. Почему? Вон там написано вот так. Берешь ровно туда. Там тоже такая же. Вот так и все. И ты примыкаешь и кушаешь. Слушай. Ты, короче, Макс, прирожденный азиат. Что тут сказать? Тебе верить сакральные знания как-то вот попали же в тебя. Ну и что, вкусно? Я тоже хочу. Все. Всем пока. Знаете, что скажу? Вообще-то было вкусно. Прям вкусно. Мне понравилось. И стоило это нам 400 рублей вместе с напитками, наверное, да? Здорово, здорово. В плане еды мне очень нравится Вьетнам. Во-первых, за счет, опять же, зеленой тарелки, я уже про это говорила. А во-вторых, здесь не так остро, как в Таиланде. Из всего, что принесли, немножечко островат соус, но немножечко. То есть, если тебе нужно, вот, пожалуйста, заправки на столе. Никакого принудительного мучения не будет. То есть, не надо даже говорить, что no spicy. Вот эта штука, соус не острый, вот это острый. Кимчи Да, острый да. был. Мгм. Ну вот, маленькая Окей. тарелочка кимчи острая. Все. Найт-маркеты, что на острове, что в Хаяне, ну, то есть за рекой, открываются в 6 часов. Самая такая движуха, я так понимаю, начинается тоже примерно в это время. Но опять же, какая движуха? Скорее всего, это и есть движуха. Найт-маркеты, да? Какие-то кафе, может быть, бары начнут музыку включать, не знаю. Плохо себе представляю серьезную тусовку во Вьетнаме. Главное, чтобы это не было местной караоке. Все остальное можно пережить. Чисто случайно мы вышли на японский крытый мост, который находится на реставрации, поэтому мы его посмотреть не можем нормально. Но вообще, вот он, закрыт. Смотрите, сколько для него тут целый дом придумали. Зарядочка. О, в здоровом теле здоровый дух, суставная гимнастика. Мужчина вышел, смотрите, с видом на реку. Я вот лосо закинул. Лосо закидывать. Макс, ты вроде добрый, но как будто злой, я вот не знаю. Шутки и безобидные, и какие-то как будто бы обидные. Что здесь происходит? Эти мосты что, сейчас разводить будут, как в Питере? И все лодки поплывут к следующему. Ой, вон, смотрите, супертранспорт. Рикша называется, да? Если я не ошибаюсь. Ну, на таких не очень-то как-то себя чувствуешь, если так тебя возят. Ну, не знаю, так что мое мнение. А еще если где чувак бежит, и вот так вот тебя... Но в Индии
Варанаси до сих пор такие есть. Ты можешь в Варанаси, когда поедем, Макс, на такой покатаешься, там есть. Слушай, ну самая жесть, я не помню, что это за выпуск, когда мы смотрели, там тоже кто чувак путешествовал, и он поднимался в гору каким-то монахом, и его как короля несли, короче, такой, помнишь, 4 монаха, это вообще, Да, ну вот так. А людям денежка. Так, ну, в принципе, нам вроде как стало ясно, что происходит в ночи, и почему нужно задержаться до вечера. Поплыли по реке фонарики. Тут вот какие-то бумажные, значит, картоновые непонятные подставочки. В них кладут свечку. И не знаю, как это работает в полной мере, но вот по реке я уже вижу несколько таких фонарей плывет. Есть у меня пару вопросиков к экологичности данного мероприятия. Ждать темна, чтобы посмотреть, как плывут фонарики по реке, мы, пожалуй, не будем. Вот. Мы устали, мы поехали домой. А мы продолжаем изучение местной кухни, и сейчас мы в кафешке около нашего отеля заказали 2 лапши по 25 тысяч донгов со свининой. Посмотрим, что нам принесут. Тут еще стоит заметить, что кафешка такая, где можно зайти вовнутрь, это не совсем макашница. И все равно дешево. Мне даже меню есть распечатанное, понимаете, даже с английским языком, а это показатель. И мебель нормальная. И опять же, вот нам уже сразу принесли миску салата. Смотрите, какая большая. Ну, это просто зелень, понятно, но тем не менее. Come on. Это маленькая порция. И я вам могу сказать, она совсем не маленькая. Я обязательно ей наемся. Я так уже делала. Ну что скажешь? Огонь. Смотрите, вот арахис даже лежит. Мясо положили. Меньше 100 рублей порция стоит. Пол яичка. Короче, здорово. Сегодня мы едем смотреть один из самых богатых на историю городов Вьетнама. Это Хюэ, город, который хранит в себе наследие последней династии местных императоров. Друзья, мы едем через перевал Хайван, и я просто постоянно снимаю, потому что здесь невероятные виды. Короче, От Дананга до Хюэ около 100 километров, и скажу сразу, наша поездка потерпела фиаско, потому что мы поехали на скутере одним днем. Мы устанем еще в пути и просто не поедем в большинство запланированных локаций, но вам я о них быстренько расскажу. Хюэ знаменит императорским городом и шикарными гробницами, больше похожими на дворцы. Можно купить билет только в императорский город, а можно сразу комбо с разными гробницами, и так выйдет выгоднее. Для заинтересованных цены на экране, просто жмякните на паузу. Добраться сюда можно также на автобусе и даже на поезде. В городе много гостиниц и кафе. Если у вас есть лишний день-два, стоит рассмотреть Хюэ как локацию к посещению. Итак, что же нам с вами нужно знать из истории Вьетнама, чтобы понять, что здесь делает такой красивый, почти древний городок? В средние века во Вьетнаме территория неоднократно делилась внутри страны. На каждую территорию, конечно же, назначались какие-то правители, и те семьи, которые добивались большего успеха, становились императорами. Одна из таких династий, а именно династия Нгуен, обосновалась довольно-таки плотно в городочке Хуэ, где мы сейчас с вами находимся, провозгласила это место столицей и настроила вот этих вот замечательных памятников архитектуры, которые мы сегодня с вами смотрим. Википедия пишет, что город был столицей с 1802 по 1945. А сам вот этот императорский городок был построен в самом начале 19 века. Город примерно квадратный, его форма называется неправильный квадрат. Вокруг города, конечно же, есть ров, и через ров, конечно же, переброшены мосты. Внутри квадрат побольше, есть квадрат поменьше. Он называется Цитадель, и здесь находится Пурпурный город. Это место, в котором проживала императорская семья. В конце 19 века кольцо всевластия перешло французам, которые заполонили данные земли, и их правление продлится здесь до конца Второй мировой войны. А уже потом, через некоторое время, начнется Вьетнамская война. Во время этой войны было разрушено очень много построек на территории данного комплекса, и вьеты не спешили восстанавливать все это дело, потому что у власти коммунизм, а для коммунистов это память о чем? Правильно, о местных феодалах. А, как известно, красные флаги такого не любят. Серьезные и полномасштабные реставрационные работы начались только в 1993 году, когда ЮНЕСКО включила много объектов с этого комплекса в список всемирного наследия. Кстати, странный для меня факт.
Я не знаю, как это работало, кто знает, отпишитесь, но Википедия вещает, что когда правили императоры, местное население носило фамилию императорской семьи. Не знаю зачем, как, почему, и как менялись фамилии местных, все ли шли сразу в ЗАГС, если что-то менялось во внутренней политике, но, тем не менее, на данный момент, так как Нгуен — это последняя императорская семья, 40% жителей Вьетнама имеют фамилию Нгуен. Интересненько, не правда ли? Вот я иду и думаю, что как фигово. А знаете что? В Хюэ сегодня 36 градусов, ощущается на данный момент как 44. 44. Все, друзья, знатно мы задолбались, конечно. Никаких гробниц, пожалуй, на сегодня. Едем в аквапарк. Следующая достопримечательность выбрана не случайно. Она нам по пути и не требует существенного вложения времени и денег. Однако местечко сомнительное, на любителя, и вот прям рекомендовать сюда заехать я бы не стала. В 2004 году здесь открыли аквапарк. Вероятно, локацию сильно переоценили, и аквапарк достаточно быстро закрылся. Вот уже 20 лет это просто заброшка, куда подтягиваются туристы для необычных фотокарточек. Можно прогуляться до заброшенных горок чуть дальше на территории, но нас интересовал только дракон. Чтобы сюда зайти, нужно дать на лапу охранникам, потому что, конечно, это не разрешенный аттракцион, это просто такой замороженный, заблокированный объект, но всегда есть те, кто приходит и наваривается в таких местах. 20 тысяч человека стоит сюда зайти и 10 тысяч байк. Соответственно, мы заплатили 200 рублей. В процессе распития кофе по-сайгонски я тут вспомнила, что мы с вами не обсуждали шопинг. А не обсуждали мы его, потому что, здесь его особо-то и нет. Как говорится, было бы что обсуждать. Здесь есть пара торговых центров, не сказать, что это какие-то гиганты индустрии, скорее наши небольшие региональные. Короче, если вы рассчитываете на Данан как на вьетнамскую столицу шопинга, то это определенно ошибка, и, скорее всего, ничего у вас не выйдет. Также здесь есть рынки, и на рынках, на первый взгляд, даже есть некий ассортимент. Но если вы подойдете, приглядитесь, пощупаете, то, скорее всего, вы в итоге ничего не купите. Потому что качество очень посредственное, и ничего особо привлекательного там не найти. Еще есть интернет-магазины типа Lazada, но, опять же, навряд ли вы захотите часть своего отпуска провести в поисках, в онлайн-серчинге, и непонятно тоже, что приедет. Так что, друзья мои, шопимся в других местах. Тут отдыхаем, кофе пьем по-сайгонски. Как кофеек? Тебе какой больше нравится? Так, это со сгущенным молоком Макс пил. У меня без сгущенного молока, я сегодня попробовала просто с сахаром. И действительно, со сгущенным молоком повкуснее. Дают вот такой вот чаечек, у нас, по-моему, жасминовый, чтобы сбивать вот эту вот кислинку с кофейка. Прикольно, нам очень нравится. Стоит достаточно дешево. Мы сначала не поняли, а потом как поняли, вот теперь слезть не можем. Классный. Друзья, давайте про ценообразование на скутере, а то я все время про них забываю. Убитый 100 тысяч донгов, вот такой 120 тысяч донгов. За 150 мы брали прям уже очень свеженькие, неплохие такие скутеры. И, соответственно, чем выше, тем лучше. Вы можете взять даже, наверное, если хорошенько поискать какой-нибудь байк, но мы их здесь особо не видели. Рент ищите по отзывам. Или если вам интересно, где арендовали мы, хотя вот таких вот по городу очень много, мы арендуем у парня, которому я выдаю свои российские права за ID-карту, вот такая вот я хрюня, да, просто паспорта они все просят, а мы что-то не хотим оставлять паспорт. Они вообще не проверяют байки, когда мы их сдаем, и спокойно дают документы обратно. Я думаю, что если бы даже мы оставили паспорт, никаких проблем бы не возникло. Мы там брали вполне неплохие скутеры по 150, и у них есть прям навехонькие по 180. Если вам нужно, пишите в комментариях, я скину геолокацию. Еще мы посетили в Дананге парк развлечений от той же компании, что построила Bana Hills. Он находится в городе, за рекой, и называется Азия Парк. Найти его легко можно по колесу обозрения. Я не буду тратить ваше время и просто скажу, что на июнь 24-го многие аттракционы были на ремонте, какие-то зоны на реставрации или перестройке. Почти все ларьки были закрыты, и мы счастливы, что перед покупкой билетов решили просто прогуляться и осмотреться. Нам, как двоим взрослым, делать там было нечего, но если бы с нами был ребенок, ему бы, может быть, даже понравилось. Детский билет стоит всего 125 тысяч за все аттракционы, включая колесо обозрения. На эти 450 рублей ребенок точно накатается и нагуляется, потому что именно детских аттракционов там попросту больше. Полный билет на взрослого стоит 250 тысяч донгов, это чуть меньше 1000 рублей. Если хотите отдельно на колесо обозрения, то 150 тысяч за взрослого и 75 тысяч за ребенка. В общем, нам не зашло, но есть восторженные отзывы от других посетителей, в основном с детьми.
Ну что, друзья, наше с вами путешествие по Данангу подошло к концу, и завтра мы будем писать видео уже совершенно другой, новой для нас стране, поэтому подписывайтесь на канал, чтобы ничего не пропустить и путешествовать вместе с нами. Не знаю, как нам понравятся другие вьетнамские города, а мы там тоже скоро окажемся, но вот Дананг — это прям по любви. Мы теперь очень хотим оказаться здесь еще и зимой, когда температура действительно комфортная, а не как сейчас. Зимой здесь, ну, такое, знаете, что-то типа сезона дождей, но при этом плюс 25 градусов днем и прохладненько вечером. Я думаю, что для зимовки просто идеально. Я уже не прочь поносить где-нибудь ветровку, даже соскучилась. А вам большое спасибо, что оставались с нами до конца. Надеюсь, вам было красиво, полезно и интересно. Не забывайте ставить лайк и, конечно же, пишите в комментариях, как вам город. Поддержать канал можно по ссылке в описании, а если вам меня мало, то вот вам мой инстаграм. А я с вами прощаюсь, увидимся в новой стране. Пока-пока.